И вот я облился холодной водой, сижу, да, а в моем теле нечему болеть, нечему. Поэтому как я могу заболеть? А если бы было, то есть, и если что-то есть ненужное, да, то, что меня отравляет, то я заболею не от воды, не от того, что меня облили, не от того, что я замерз или я сижу на снегу. Я заболею от того, что уже есть во мне, что накопил я лишнего, ненужного, отравляющего. Сюда снимаем? А, уже снимается. Готов? Да. Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня у нас такая интересная тема про дух, духовность и что это под этим люди подразумевают. Да? То есть, когда ты сидишь раздетый, в мокром полотенце на снегу, то ум в первую очередь начинает что делать? Кричать, сопротивляться. Он хочет убежать в тепло, но он хочет добиться своего, да, то есть комфорта, привычного состояния и так далее. И если мы постоянно подчиняемся только уму, то мы не понимаем, кто мы, то есть мы не осознаем свою истинную природу. Вот. Природа наша заключена вне нашего ума, вне мыслей, вне наших ощущений, вне нашего тела. Но все, что я перечислил выше, имеет значение и важно для нашего духа. И именно дух, проявляя волю, может делать выбор. То есть он воспринимает информацию, которая там дает нам ощущения тела, которая дает нам ум. То есть мы умираем сейчас? Нет, мы не умираем. Мы можем вывести любую нагрузку. И тема, я как раз хотел вчера перед сном, у меня просто эти были мысли про духовность, что люди сейчас духовностью называют какое-то определенное специфичное поведение, да, то есть, что ты должен быть кем-то, соответствовать каким-то, чьим-то непонятно откуда взявшимся рамкам и границам. То есть, либо ты должен там в церкви закатывать глаза, соединять руки друг с другом в такой позе, что вот он, я духовный. При этом там после этого ты садишься в машину, например, матом орешь на людей и кричишь, да чтобы вы сдохли, да, там, к примеру, или приходишь домой и там детям своим там высказываешь там и гнобишь их, например, отравляя их жизнь. Но при этом ты думаешь, что ты очень духовный, потому что ты ходишь там в церковь, ты молишься. Или если мы говорим про духовность, которую сейчас часто навязывают духовность, что надо обязательно сидеть, скрестив ноги, там, что надо пальцы как-то держать, тоже возводить глаза к небу, слушать какую-то определенную музыку, мантры, и это духовность. И если человек, допустим, этим нормам не соответствует, значит, он не духовный. Я считаю, это одна из причин, почему люди в конце концов болеют. То есть я могу сказать, да, про себя, что я свободен от разных ограничений. То есть я могу быть как угодно, проявляться как угодно. Но я учусь быть честным самим собой. То есть что для меня является честным поведением, честным выражением себя. То есть я учусь слушать себя, быть честным самим собой, воспринимать свои вот ощущения, слушать свое тело, да, я научился слушать свое тело, о чем оно мне говорит, слушать свои ощущения, чувства, эмоции, слушать мысли, но не зависеть от них. То есть это мои помощники, это мои воспитатели, это мои учителя, но это не мои хозяева. И духовностью я считаю то, что когда человек живет в соответствии со своим духом, честным со своим духом, если в какой-то момент времени, то есть я хочу послушать, посмотреть какую-то, например, дурацкую передачу, какую-то глупости на ютубе, да, если я их посмотрю, это не сделает меня бездуховным. Если я выражу себя как-то грубо, жестко с людьми, я не буду вот всем казаться хорошим, что маску вот эту надевать нечестную, вот это, я считаю, не духовность, это псевдодуховность, это маска, это
то, что человек надевает на себя, но ему не соответствует. И вот это и заставляет человека болеть. А когда человек честен с самим собой, со своим духом, он не может заболеть, потому что ты един, ты выражаешь себя честно, то есть ты не борешься, тебя не разрывает на части. Там тело, дух, мысли, да, то есть ощущения, эмоции. Ты контролируешь это. Самое важное, то, что ты един со своим духом. И ты можешь выражать себя честно и быть честным. Для этого тебе не нужна специальная одежда, специальная какая-то, вот, чтобы тебя считали духовным, какие-то, вот, не знаю, светлые одеяния или там вот какие-то индийские, да. Тебе не надо вот эти мантры, тебе надо быть просто собой. Если ты там токарь прекрасного, там, или слесарь, или сварщик, или там художник, или ты поэт, то есть ты, если занимаешься тем, что тебе действительно по душе, это и есть духовность. И ты в этом развиваешься, максимально обучаясь. Чем выше твоя честность с самим собой, тем выше твой уровень духовности. Вот так я воспринимаю сейчас мир. Вот, я могу ошибаться, это просто мое мнение. Да? То есть, когда в нашем теле нет лишнего, нет вот мусора грязного, откуда он скапливается? Давайте вот немножко шире возьмем. Откуда скапливается мусор? Это не только там еда, да, ну это разное, но на самом деле еда, наверное, отравляет человека больше всего. И еда, вот люди хотят внешнего врага, что кто-то его отравил, эту еду. Да нет, вы сами себя отравляете, мы сами себя отравляем избыточным количеством еды. И это самое главное. Если вы не будете объедаться, если вы будете давать своему телу время без пищи, достаточно ему время, не вам, а ему время, потому что тут надо считаться со своим телом. Уважать его, любить, ценить и слушать то, о чем он говорит, то оно справится с любой пищей, возьмет оттуда лучшее, не все ненужное выведет. А когда мы перегружаемся пищей, то тело не справляется, и оно начинает отравляться. Так вот, откуда это происходит? Чаще всего от какой-то неудовлетворенности, от неудовлетворенных каких-то потребностей, своих целей. То есть это, возвращаясь к началу, это мы не слышим свой дух, свою истинную природу. То есть мы врем себе, делаем что-то чуждое, отвечаем чьим-то интересам, каким-то рамкам, как мы должны выглядеть, как должны есть, с кем общаться, с кем не общаться, что слушать, что не слушать. И человек компенсирует это вот какой-то отравляющими веществами. Либо курит, либо пьет, либо вот переедает, да, то есть и так далее. То есть просто забивает себя, чтобы не слышать себя. И когда во мне лишнее, и вот я облился холодной водой, сижу, да, а в моем теле нечему болеть, нечему. Поэтому как я могу заболеть? А если бы было, то есть и если что-то есть ненужное, да, то, что меня отравляет, то я заболею не от воды, не от того, что меня облили, не от того, что я замерз или я сижу на снегу. Я заболею от того, что уже есть во мне, что накопил я лишнего, ненужного, отравляющего. И организм просто уже это подсветит. Это, здесь сейчас взрыв иммунной системы идет. Здесь во мне сейчас включаются первородные инстинкты, да, то есть это уже животное тело включается, чтобы выжить. То есть в нем включаются очень глубинные механизмы, заложенные природой, очень глубокие, архетипичные, такие мощные энергии. И они, поднимая все изнутри, они всколыхнут все говно, в которое во мне накопил, все лишнее, все ненужное, всю интоксикацию. И оно вылезет. И люди думают, что они заболели от того, что простыли, их продуло, а заболели не от этого, а от того, что уже было внутри. И поэтому какая, наверное, вот резюме моей речи, моего видео, то есть учиться слушать себя, слушать свое сердце, слушать свое тело, слушать, но это надо воспитывать. Тоже такая вот сейчас немного, видите, все всегда такое на балансе, вот в этом мире. Это в этом-то на самом деле интерес этой игры, что здесь нету вот каких-то, то есть не впадать в крайность, в границы, да, потому что чувства могут обманывать, мысли могут обманывать, тело только никогда не врет. Вот что уж точно надо слушать, так это тело изначально. И, наверное, через тело, в соответствии с телом, мы можем привести к балансу свои ощущения, чувства, научиться их вообще с ними взаимодействовать и поставить их себе на службу. Это наша задача. Научиться обуздать свои эмоции, чувства,
обуздать свои мысли. То есть это вот наша задача. И тело наш союзник, оно нам помогает, поэтому, идя через тело, мы обретаем не просто мощного союзника, мы обретаем мощный фундамент взаимодействия с реальностью. Затем мы выстраиваем уже на более тонком уровне, на тонком плане мы взаимодействуем с миром через свои эмоции, чувства. Именно чувства и эмоции, когда мы развиваем этот навык, не просто базово. Базово это может куда угодно завести. Надо постепенно обучаться. Мы через чувства и эмоции начинаем понимать, что для нас важно, а что наше, а что не наше. Но когда мы честно умеем это слышать. То есть, когда вы вот кладете себе в рот какую-то еду и проглатываете ее не потому, что это сказали в каких-то журналах, что это модно, круто и вообще прям надо вот этим питаться. А вам неприятно, и вы игнорируете себя, кушаете это. Или пьете воды, там, не знаю, много, там, или какой-то невкусный, может, вам не нравится, может, вам от нее плохо. А вы пьете. Или не пьете, когда вы очень хотите пить, да? То есть, как бы, тоже мучаете свое тело. Хотя тело тоже надо держать, как бы, в рукавицах. Поэтому такое вот получается неоднородная история, видите? То есть нету на самом деле такого прямого и простого ответа, простого алгоритма для всех. Потому что тело надо слушать, но сначала надо тело воспитать. То есть его надо держать в ежовых рукавицах, чтобы оно не управляло вами тоже, что это я хочу только, там, ум начинает игру, то давай на диване лежать, давай вон пирожки есть, и все, ничего не нужно больше. А ты ему не, дружок. А пойдем-ка в снегу полежим, посидим, посмотрим, на что ты способен. Это вот достойное уважение к своему телу, отношение к его силе, внутренней природе, что ты справишься, ты сможешь. Давай-ка, ну-ка, а что еще больше ты сможешь? Давай, посмотрим. И такое тело начинает развиваться, и такое тело начинает уважать себя, и такое тело начинает уважать нас. То есть чем дальше, тем больше поддержку оно нам может дать. Вот такая, наверное, коротенькое видео, короткая тема про духовность, про тело, про эмоции, про чувства и про умение управлять собой, про умение быть тем, кто совершает выбор. Не тело управляет мной, не эмоции правят мной, не мысли правят мной. Я есть единое целое, кто управляет мыслями своими чувствами, своими эмоциями и своим телом. Благодарю вас за внимание. Всего доброго. А теперь резко подскакивай и беги. Не замерз? Не, Уверен? да. Еще посидишь. Могу еще посидеть.